После того, как мама заболела, все ее обязанности я взяла на себя. Все, которые выполняла моя супруга, это то есть готовка, уборка, стирка. Это было для нас небольшим таким удивлением. Вот сейчас братья тебя слушаются? Ну, да, в принципе, слушаются. Куда денутся? Они мне очень хорошо помогают. С этой картонки все и началось. Раздаю еду за вашу улыбку. Безвозмездно помогает. Она сняла вам комнату. Да, за свои деньги. Да. Когда я заболела, муж бросил меня. А как вы выкарабкались? Молитвой, поддержкой детей. Потому что ты наше золото. Маме. У меня 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. Ведь это сколько на маму ложится? Уборка, готовка, собрать Такую ораву детей. прокормить просто. Все, основное это мама. В этой студии не хватает ваших прекрасных сестер. Давайте их и позовем. Добрый день. А вот кто это придумал, что женщина – это слабый пол? Женщины? Женщина? Ну, конечно. А заставка программы «Мужское и женское» уже много лет доказывает обратное. А, в этом смысле? И не только в этом смысле. Это я так пошутила. Но на самом деле сегодня реальными историями мы докажем то, что женщина может быть и слабый пол, но только тогда, когда она ногти накрасила. А во всех других случаях нет. Ну, хорошо, давай, докажи мне это. Сегодня в нашей студии мужская часть семьи Машковских. Александр и его сыновья. Здравствуйте. 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 Про кого вы нам пришли рассказать? Мы сюда приехали с историей про нашу 9-летнюю дочь Кристину, которая в прямом смысле слова спасла нашу семью. Ну, наша история, на самом деле, началась 10 лет назад, когда моя супруга Любовь была беременна Кристиной. И на самом практически позднем сроке беременности у нее обнаружили опухоль головного мозга. Ситуация была критичная, и, соответственно, наши врачи челябинские, нейрохирурги, приняли решение оперировать супругу с плодом, с дочерью, получается. Потом сделали кесарево сечение, появилась у нас, соответственно, Кристина. После этого супруги сделали, соответственно, облучение, специальная процедура, которую проводят после такой операции. И мы жили, довольно-таки счастливо следующие 9 лет. И в какой-то определенный момент болезнь опять вернулась, и 1,5 года назад ей сделали повторную операцию, так как врачам было необходимо, это, я так понимаю, удалить как можно больше. После этой операции супруга стала полностью парализованная на правую сторону. А рак вернулся куда? Опять головной мозг? Опять головной мозг, да. То есть это уже была вторая трепанация? Да. И в этот момент мы начали устраивать совместные семейные собрания, на которых пытались распределить обязанности, кто чем будет заниматься. У нас это все очень плохо получалось, потому что, скорее всего, я подозреваю, что мы находились все в какой-то определенной депрессии. Вот. И в этот момент нас действительно спасла Кристина. Она заявила: пап, ты, говорит, все говорит, собрания ведешь, говорит, эмоционально, даже где-то можешь там кричать. Вот, не так, говорит, надо. Я говорю, а как надо? Давай, говорит, я бы, говорит, могла, но меня никто не послушает. Но мальчики не послушают. Я говорю, давай я сделаю так, что послушают. И вот мы сели, а она реально провела собрание, распределила между всеми обязанности, даже в том числе включая мои. На себя взяла полностью все, которые выполняла моя супруга. Это, то есть, готовка, соответственно, уборка, стирка и так далее и тому подобное. И мы вот постепенно начали в этом направлении двигаться. А что там за история была, что она чуть не свой бизнес уже открыла в этом возрасте? Так вот, значит, получается, в позапрошлый Новый год мы с ней готовили праздничный стол, мальчики там уборкой занимались, печку топили. И, соответственно, так как она уже эти обязанности выполняла, в том числе пекла хлеб, я ей как бы говорю: Кристин, а давай на 4-5 булок хлеба испечем больше. Она такая: папа, а зачем? Я говорю: слушай, Новый год давай подарим тем, кто вот в деревне, ты считаешь, нам больше всех помогал, оказывал внимание, поддержку и так далее и тому подобное. Она говорит: давай, мне типа не трудно. Мы испекли.
И Боря, соответственно, там быстренько, как раз под Новый год разнес, сделал такие подарки от Кристины. Ну, мы как бы занимаемся дальше своими делами, ничего не подозреваем. Звонок в дверь. Стоит, короче, первый получатель своего хлеба с таким огромным мешком подарков. Это, говорит, Кристине. И получилось, как в том мультике нашем старинном советском, когда заяц яблоки-то, помните, раздавал? Да. Да, и вот получилось прям вот копия То вот есть этой истории. все, кому подарили, все вернулись Все. с И мешками причем подарков. такие шикарные подарки были. И у нас такой. Да. Да. Просто был сногсшибательный праздничный стол. И после этого она говорит: я буду печь хлеб, продавать и помогать маме, как бы, чтобы вот она вылечилась. Вы нам много про Кристину рассказали уже столько, что хочется ее увидеть. Но сначала мы посмотрим, как складывается ее обычный день. Я решила печь хлеб после того, как моя мама заболела. Я захотела продавать хлеб для того, чтобы заработать денег для семьи. Этот рецепт мне подсказала мама. Это совершенно обычный деревенский хлеб. Там нет никакой ни корицы, никаких лавровых листов, просто обычный деревенский хлеб. Я хоть зарабатывала этим и немного, но все равно хоть какая-то копейка. Первую булку я обменяла на творог. Вторую булку я уже обменяла на сыр. После того, как мама заболела, все ее обязанности я взяла на себя. Семья у нас большая, поэтому дел по дому всегда хватает. Это пропылесосить, помыть посуду, полы, протирать пыль, заправлять постели и убирать белье. Стирка у меня каждый день. У меня 2 старших брата, папа, мама. Вещей много. Чаще всего хлеб у меня не покупают, а обменивают на продукты. На творог, на молоко. У меня звонят и заказывают. Здравствуйте. Как всегда вовремя. Да. Только подоели. Спасибо вам большое. Держите. Пожалуйста, Кушайте спасибо. на здоровье. Соседка передала молоко только что из-под коровы. О! Еще теплое. Пойдемте кушать, я на стол накрываю. Спасибо. Хлеб обалденный. Кристина, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Кристин, ты какая-то очень взрослая. Ну, мне все так говорят. А ты себя прям взрослой ощущаешь? Нет, почему? Ну, как подросток или просто как ребенок, который что-то да умеет. Так. Слушай, а откуда у тебя вот столько смелости, чтобы папе сказать, что ты знаешь, что ты не кричи на собраниях, а давай я проведу и покажу, как надо? А ты сама себя Потому ругала, что когда у каждый раз, тебя... когда у нас были собрания, он иногда кричал, и это прям неприятно на душе стояло. Я решила ему сказать то, что не надо так делать. Вот сейчас братья тебя слушаются? Ну, да, в принципе, А слушаются. куда денутся? А ты не кричишь, если они что-то не так делают? Нет, почему? Не кричу никогда. А ты сама себя ругала, когда у тебя поначалу хлеб не получался? Ну, я же понимала то, что я делаю первый раз, и, как говорится, первый блин комом. И еще вы все учитесь. Да. А вы в каких классах все? Моя сестренка, она сейчас в 3 классе, мой брат в 9, а я в 11. Этот год у меня последний. А куда пойдешь, уже решил? У меня есть куда идти, но я лучше не буду никому говорить, чтоб не сглазили. А с Кристиной ты посоветовался, а то она шарит в этом во всем. А она уже, кстати, сказала, что пойдет туда же, куда и Боря. А, да? Да. Так, То есть мечтами интересно. определились, да. Вы вчера должны были всей семьей прилететь, но, к сожалению, так получилось, что маму срочно госпитализировали. У нас как раз на вчерашний день был назначен, давно уже запланирован, консилиум врачей. На консилиуме мы узнаем просто невероятное, что опухоль головного мозга опять начала расти, причем очень прогрессивно. И заведующий говорит, что необходима срочная операция. Мы уже даже не знаем, что... Слушай, ну, надеемся, что, может быть, обойдется Да. все, скорее всего, да. А, Кристин, мама записала для тебя видео. Посмотрим? Да.
Кристиночка, я сейчас нахожусь в больнице далеко от тебя, но знай, что ты моя любимая дочка, моя опора, моя любимая девочка. У тебя все получится. Я тебя люблю. Мы все очень надеемся, что с мамой все будет в порядке. Я думаю, что при таком количестве любящих людей по-другому и быть не может. Кристин, ты бизнес-то свой собираешься развивать или нет? Да, конечно, собираюсь. А как? Ну, нужно хотя бы оборудование хорошее для того, чтобы мы не по 3-4 там булки в 2 дня пекли, а чтобы сразу много, там по 5, может даже 6. Хлебопечка тебе нужна. Да, большая, прям промышленная. Можно я вас познакомлю с одной замечательной женщиной? Анастасия ее зовут. Сначала позвольте поблагодарить вас за вашу историю. Вы очень дружная, любящая, смелая семья. Спасибо вам за то, что вы здесь и за то, что вы делитесь. Я отдельно хочу поблагодарить Кристиночку. Ты очень смелая девочка. И спасибо тебе за то, что ты человек действия. И я здесь для того, чтобы подарить тебе сертификат на 1-ю единицу твоего производственного оборудования. Можно тебя обнять? Да. Спасибо большое. Как же 8 марта без цветов-то, правда? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. В жизни нашей следующей героини был настолько тяжелый период, что ей даже жить не хотелось. Но посчастливилось встретиться с удивительным человеком. Давайте узнаем эту историю. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, студия. Расскажите нам свою историю. Что там произошло, что готовы были с жизнью расстаться? Ну, получилась такая ситуация, что мне негде было жить. Я через свою знакомую узнала, что у нас в поселке, где я живу, ведет блог Ксюша. А что было-то с вами? Ну, мне стыдно сказать, но я в 42-43 года я попала в тюрьму. Отбывала срок якобы за убийство отца. Вашего отца? Да. А вы его убивали? Нет. У меня случился инсульт, но срок я свой все равно отбыла. Сколько? 6 лет. Я успела вступить в наследство на комнату, которая осталась от отца. Но мне пришло письмо, что я признана недостойным наследником. А что с пальцами? Пальцы я отморозила. Да, и мне удалили фаланги. Сейчас я на инвалидности. Давайте-ка к Ксюше вернемся. А почему именно к ней посоветовали обратиться? Потому что она помогает людям. Я не верила в это, что есть такой человек, который безвозмездно помогает людям. Ну и тут звонит мне Ксюша. Вы, Ирина? Я говорю, да. Можете подойти туда-то, сюда-то? Я говорю, конечно, могу. Она молодец. Она нам каждую неделю на конечной остановке у нас в поселке, она привозит бесплатные обеды. Там очень много народу собирается, которые нуждаются. Ксюша вообще молодец. И в итоге? Она мне предоставила жилье, снимала комнату, вот, в которой я сейчас живу, она за свои деньги, потому что у меня не было тогда никаких доходов. То есть она сняла вам комнату? Да, за свои деньги? За свои деньги, да. И вы стали там жить? Да. Угу. А сейчас вы, я так понимаю, работаете и сами оплачиваете? Да. Сейчас я оформила пенсию себе. По инвалидности? По инвалидности. И нашла себе работу, слава богу. И Да. сейчас уже все хорошо, Да. все наладилось? Да, благодаря Ксюше. Да. Благодаря Ксюше. Давайте мы посмотрим на то, чем занимается ваша, да не только ваша спасительница. Сегодня у нас щи с квашеной капусткой. Такой наваристый, прям с курочкой. Гречка с котлетками. Каждый раз мясное. И первое, и второе обязательно с мясным. Вот для сегодняшнего дня это вообще мало. Минимум по 40 литров я минимум готовлю. Порций, наверное, по
по 100 выходит. Муж берет каждый вторник выходной, чтобы мне помочь. У нас нету волонтеров, моя семья, мои волонтеры. Порции 30 у нас сегодня получится, знаю, потому что мороз 30 с лишним градусов, много народу не придет. Помимо горячих обедов, я также еще раздаю сырыми продуктами. Сегодня у нас макароны, каши, хлебушек. Машина старенькая. День я на ней езжу, неделю она на мне. Ласточка, спасай. О, запустилась. С этой картонки все и началось. Раздаю еду за вашу улыбку. Каждый вторник приезжаю сюда раздавать продукты питания. Меня уже здесь люди ждут. Пойдемте, подходите сюда. Игоря не будет. Не будет, да? А ну ногу сломался, на вытяжке. Ногу сломал. Она замечательная. Она замечательный человек. Выручает вас. Она Замечательная. выручает она. И спасибо ей большое за то, что она есть здесь. Хоть что даже, вот что-то дает, много или немного, да. И очень-очень это спасибо. На этом помощь не заканчивается. Сейчас поедем к инвалиду, лежачему парню, повезем ему памперсы. Привет, Сереж. Как дела, как здоровье? Нормально все? Коляски тут недавно привезла, чтобы меня на улицу хотя бы выкатывали. Наконец-то я дома. Устала. Ну, никуда от этого не денешься. Это мой смысл жизни, от которого я уже отказаться не могу. Это мой выбор — помогать людям. Давайте Ксению Позднякову позовем к нам в студию. Очень хочется с ней познакомиться. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у вас такой непростой путь. Расскажете? Я очень серьезно заболела. Вес у меня был, зашкаливал за 220 килограмм. У меня начались проблемы с печенью. И в прекрасный момент у меня начали отказывать все органы. Я слегла, так называемо. У меня были несовершенные летние дети, 4 детей на руках. У вас 4 детей? Да, 4 мальчиков. Когда я заболела, муж бросил меня. И лежав, я молила Бога, что если я встану, чтобы дал мне Бог шанс встать, и я начну после этого людям помогать. Дети молодцы, поддерживали меня. Ну, трудно нам приходилось, очень трудно. В итоге удалось справиться с весом. Да, да. Здоровье стало возвращаться. Да, слава Богу. Ваши молитвы услышали. Услышаны мои. И как только на ноги встали, пошли людям помогать. С первой же зарплаты сразу же вышла, да. С первой зарплаты? Да. Так, ну и жизнь личная тоже наладилась. Я вот там дяденьку видела в сюжете, который за рулем сидит, да? Да. Вот. Это кто? Это муж. Второй? Не второй, это третий муж. А, третий, еще лучше. Ну вот смотрите, Молодец. сыновья ваши, Саша, Сергей и Андрей, сегодня в студии. Привет, ребят, всем. Вы понимаете, почему мама позорит, да? Мало того, подняться самой, мало того, вас поднять, так еще и помогать. Вот всем, кто вокруг. Гордитесь мамой? Да. А страшно было, когда мама лежала? Да. А сколько вам тогда было? Ну, лет, наверное, 9. А сейчас? 16. Кто из вас самый старший? Кто? Я. Тебе сколько? Мне 21. Ну, получается, вся семья на тебе была? Ну, братья тоже же помогали. То есть вы все очень рано пошли работать, да? А что делали, как работали? Ну, колымели по садам, там, железо собирали, сдавали. Там, мусор кому-то вынести. Ну, то есть копеечку домой приносили всегда, да? Да, это моя гордость.
Ну, как-то сложилось, что у меня нет волонтеров, да, а моя семья, я считаю, что они волонтеры, помогают также во всем. Младшие дети в готовке. Вот вы не поверите, им по 16 лет, они умеют и тесто заводить, они умеют пельмени стряпать, они умеют борщи варить. Абсолютно все. Я знаю, что вы для мамы сюрприз подготовили, подарочек небольшой. Есть такой? Да. В честь Да. 8 марта мы решили тебе сделать подарок. Потому что ты наше золото. Поделитесь, А там что-то написано, я знаю. Маме. Вы же, я понимаю, сейчас занимаетесь не только тем, что людям помогаете горячими обедами. У вас система-то расширилась, верно? Я также езжу к лежачим больным, лекарствами помогаю, памперсами, вещами. Ну, вон квартиру сняли за свои деньги. Ну, да. Позвонила мне женщина, говорит, вот женщина в подъезде ночует, говорит, после инсульта ей идти некуда. Рассказала ее историю. Решила, что нужно помочь человеку. И сняли комнату ей? Да. А как, вот на что все это? Вы же, ну, там Муж не... работает, сыновья помогают, веду небольшое хозяйство, продаю яички. И, слава богу, сейчас потихоньку начали люди объединяться, ко мне подключаться в помощь людям. Я очень им благодарна. Если бы не они, я бы, скорее всего, уже не справилась, потому что все больше и больше людей стали обращаться. И я тогда уже поняла, что я одна не справляюсь, и начала объединять людей. А где вы живете? В Садах. Это далеко от Челябинска? Это Советский район, это и есть Челябинск. Это Челябинск? Да. Это я сейчас говорю для всей аудитории не только Челябинска, но и всей страны. Чтобы они, если у них возникло такое желание помочь, обращались к вам. Слушайте, вот на студии еще один человек есть, который вам благодарен очень. Лариса Бабкина. Давайте выслушаем ее историю. Я сама мама 5 детей. И как-то один раз я обратилась к Ксении 3 года назад. Я родила 5-го ребеночка. И у меня закончились средства. Ну, то есть я переоформляла детские, а детские пособия, сами знаете, там получаем через 2 месяца. Пока вот это все переоформление идет, я осталась без денежек, и у меня буквально не было смеси. Ну, я знаю, что у нас Федор. Федор это из нашей деревни, это из Новотроицка. Как бы знала я его и смотрю, там у него на страничке есть Ксения Почаха. Она помогает там людям. Написала Ксюшу. Ксюша, помоги, пожалуйста, смесями. Можно детскими вещичками, комбинезончики, что-нибудь такое. В этот же вечер приехал ее муж Федор. Ксения сидит в машине, заходит Федор, и без лишних слов ставит вот эти пакеты, ставит смеси, ставит кашки, комбинезончики, носочки, пеленочки. Вот это все было прям. Я очень благодарна Ксении. Это прям мама, прям с большой буквы, я вам скажу, с большой буквы М. Если видишь счастливую женщину, ищи рядом надежного мужика. И мы его нашли. Что его искать? Это муж ваш, который приехал к нам в студию. Федор, давайте, выходите. Здравствуйте. Поздравляю тебя, любовь моя. Вы волонтер. По совместительству муж. А когда мужем становились, вас предупреждали, что надо еще волонтером быть? Ну, как бы да. Согласились? Я работаю, каждого вторника, допустим, я ей помогаю, там, увезу. Ну, помогу, короче, и, там, погружу, что она наготовит. Что надо, я все сделаю всегда. Всегда помогу. Я же муж. А где таких берут? Как где? Ну, так-то деревенский парень. А, понятно. На молоке вырос. Вот к нам Дим Суфьянов приехал, бизнесмен, только ради вас. Когда мне рассказали историю про вас, она мне так срезонировала. Ну, мы земляки, буду так говорить, я с тех же краев, сейчас живу в Уфе. И когда мне сказали, что есть некая Ксения, которая помогает людям, я думал сначала, приеду какой-то, наверное, успешный, богатый предприниматель, который помогает людям. Вы счастливый такой, душевный,
такой вот милосердие, полный милосердия человек. И я думаю, вы всегда будете ни в чем не нуждаться. Потому что такие люди, как вы, которые находятся в культуре отдавания, всегда будет и любимые рядом, и пацаны будут здоровые. Вот. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы помогаете. И я для вас приготовил, ну, я не знаю, как это назвать, продуктовую корзину, наверное. Не знаю, может, кто-то может назвать годовой запас продуктов. Я хочу, чтобы он был во благо. Я хочу, чтобы вы всегда были здоровы. И чтобы у всех, кто вас окружает, вот эти вот ясные глаза, добрые глаза всегда радовали окружающих. Спасибо большое. Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья, вашей семье, дай Бог здоровья. Спасибо. Самое главное. Спасибо. Как там говорит мой старший товарищ, цветы в студию! Спасибо вам большое. Как приятно. Как пахнет здорово. Какой аромат. Спасибо. Сегодня в нашей студии многодетный отец Александр Абакумов вместе со своими сыновьями Николаем, Иваном и Сергеем. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Очень У вас приятно. огромная семья. Ну, пока Но еще это не маленькая очень, часть, да. А сколько всего детей? 10. 5 мальчиков, 5 девочек. И Даже поровну получилось? вот не загадывали, но получилось. Так, а семью такую большую загадывали? Нет, тоже не загадывали. Дети в семье, я так понимаю, получаются как продукт, а не как цель. Если есть жена и муж, то получается дети. Ну, как-то так. А как давно вы поняли, что хотите быть священником? 33 года, как возраст Христа, меня рукоположили во священный сан. А до этого я по специальности инженер-строитель и сугубо светский человек. И на моем пути встретился человек, именно священник, который объяснил мне обыкновенным человеческим языком, зачем человек должен жить, цель человеческой жизни и вообще зачем все это нужно. А сколько на тот момент у вас уже было детей? Один. Один. Ну, случилось так, что моя жена неудачно полечила зуб, и пошел абсцесс, заражение крови. Ее сначала парализовало, потом она ослепла. Зуб так полечил? Ну, вот и... А я остался с маленьким ребенком, у меня ребенок на руках, и дальше как жить, не знаю. И жена в больнице парализованная. Вот, а случилось чудо, она показалась в палате, в одной палате с игуменей монастыря, которая просто лечилась там. Игуменя ей рассказала про Бога. И жена пошла на поправку. Не знаю как, вот молитвами вот пошла. Скажите вот, ваше решение стать священником самостоятельное. А Это как да. жена-то отнеслась к тому, что она матушкой становится автоматически? Нет, но она к Богу-то раньше пришла. Она после болезни пришла к Богу. А я-то потом думал, что случилось в жене, что она изменилась. Ну, другой человек стал. И вот в этот момент моих исканий я встретил священника, который просто объяснил мне, что это нужно. Я вам точно скажу, что Бог есть, который просто берет и помогает. Посылает тех людей, которые тебе в этот момент нужны. Вот я как в Москве оказался. Я не думал в Москву переезжать. В Воронеже довольно хороший приход, где меня уже больше 20 лет все знают. Но так как моя семья разделилась, все старшие дети, это первые 4, решили делать свою карьеру, учебу в Москве и переехали в Москву, а мне все равно им хочется помочь. А старшие девочки где учатся? Ну, одна девочка учится у меня, бывший 3-й мед, сейчас это Государственный медицинский университет, 4-й курс заканчивает. Другая дочка, 2-й курс Бауманки. Решила ракеты строить. Ого! Вот. Да. Ну, да. Мальчик, вот Иван, поступил в 1-й курс финансового университета Московского. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как у вас устроен быт. Все-таки 10 детей, ну ладно, там 2 девочки старшие сейчас не с вами, может быть. Но
Ведь это сколько на маму ложится обязанности? Помогаете ей или нет? Ну, на маму, наверное, ложится основной весь труд. Всегда стараемся находить время друг на друга, там где-то помочь, но мы какие-то такие, знаете, простые вещи в основном решаем друг с другом. Ну, все основное — это мама. Мне кажется, что в этой студии не хватает ваших прекрасных сестер. Давайте их и позовем. Вот они, красавицы. Девочки-красавицы. Ну, от души мы вас поздравляем. С праздником вас. Спасибо. Садись сюда. Какие же у вас, батюшка, дети красивые с матушкой. Просто обалдеть. Я постарше, чем вы. И родилась я в многодетной семье. Так вот, в мое время это, знаете, было совсем не престижно. Сейчас я сама многодетная мама, и я чувствую, как поменялось отношение. Вот вы скажите, вы себя как ощущаете в этой большой многодетной семье? Вам это почетно, гордо или так? Не, ну, конечно, гордо, когда ты с кем-то знакомишься, когда все узнают, что ты из многодетной семьи, все такие, что, 10 детей? Там, и так, ну, под расчет, там, 5 мальчиков, 5 девочек. И гордость испытываешь, что да, ты растешь в такой семье, и тебе аж вот это вот осознание вот прям трепетно, честно. А вам сейчас сколько лет? 21. 21? Да. Готовы на 10? Готова на 4. На 4 готова. На 10. Я не такая мама, как вот моя мама. Я вот прям преклоняюсь перед ней. А какая ваша мама? Мама, она сильная очень, но при этом она мама. А вам сколько? Мне 20. А вы погодки прям, да? 2 года разницы. 22 мне в апреле будет. Ага. Сестра на 4 план. А у вас? Ну, у меня план стоит на 3. Не хочу я много детей все-таки. Пожелаю многодетной семье, да. Но это действительно тяжело. На самом деле, как бы это смешно не звучало, это действительно тяжело. Слушайте, а вот у меня к старшему вопрос, сыну. Мне как-то один раз старший сын сказал: мам, хватит, пожалуйста, этих детей, они же все хотят есть, и их всех надо одевать. Вы так не говорили родителям? Не, родителям так, конечно, не скажешь как-то. А сестренка заулыбалась. По-моему, она... Не, мы между друг другом могли так пошутить, но типа родителям никто такой не говорил. Не, ну просто о последнем ребенке, вот о Сереже, мы узнали, когда мама была на 5-м месяце беременности. Да. Она боялась. Она боялась нам сказать. И поэтому, когда мы увидели там витамины для беременных, мы такие: мам, вот такой. Мы столько говорили о вашей маме, что очень хочется ее пригласить в студию, но мы сняли небольшой сюжет о том, как у нее проходит день. Давайте посмотрим, потом позовем. Я мама многодетная, у меня 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. Кто-то живет с нами, кто-то уже уехал, но остальные все подъедут скоро, потому что мы решили собраться. Мы привезли с своего дома, где мы жили раньше, такой прекрасный стол. И здесь 12 человек умещается, как раз 10 детей и 2 взрослых. Это комната моих мальчишек. Вот у них награды, они занимаются профессионально спортом. Это у нас царство девочек. У них тоже очень много достижений, наград. А это уже наши с супругом, так сказать, достижения. Награды правительственные за воспитание детей, орден родительской славы. Мы очень радуемся за своих детей. За то, что они растут, за то, что они развиваются. Наливай. Да? Да я могу есть как угодно, лишь бы моим детям было хорошо. Почетным званием мать-героиня Ирину наградили.
Давайте ее позовем сюда и поздравим. Фантастика просто. Мать 10 детей вошла. Фантастика. С 8 марта. Ирина, здравствуйте. Ваш супруг честно сказал, что о такой большой семье не мечтал. Не мечтал? Нет. Я думаю, что не мечтал. Но вы? Я не мечтала, конечно, что у меня, тем более не считала. 5 на 5, да, все думают, как же я там считала, может, что-то не считала. Всегда всем говорю, родила, пересчитала. Ну, мы слышали, отец Александр нам рассказал, что начиналось-то все не очень хорошо для вашего здоровья. Да, и такое было. Да, это было испытание, но в моей жизни стали появляться люди, игуменья, как батюшка сказал, и много других интереснейших людей, которые мне указали дальнейший путь, по которым я сейчас до сих пор иду, и у меня вот прям желание жить появилось. Вот когда испытания, вот они иногда, либо это начало, либо это начало конца. И все зависит от вас с вами. А если бы тогда это с вами не произошло, я думаю, не было бы вот этой лавки из 10 детей, да? Да, наверное, вот нужен толчок. Я строгая мама, но что-то там они замутят, ради бога, за любой кипиш. А почему детям боялись сказать, что 10-м беременны? Нет, я не боялась. Ну, вот они прям рассказали, прям боялась. Нет, я не боялась. Я не хотела. Зара, ваша очередь выходить на сцену. Вы же тоже приехали, только зная эту историю, да, специально? Да, я специально приехала из-за вас. Вы такая красивая женщина, но у вас красота еще внутри. И это двойной, прям вот такой вот двигатель вашей семьи. Я очень рада, что я смогу вам сделать какой-то мини-подарок для вас самой, чтобы вы выделили себе, любимой, время на СПА-процедуры. Это абонемент на массаж. Куда хотите, можете его потратить. Я буду очень рада видеть вас и деток ваших. Спасибо большое. Спасибо. Артем, вы же тоже не просто так здесь появились. Матушка Ирина, отец Александр, это просто сплошное восхищение. А вы еще при том такая стильная, вот прям как с обложки журнала красоты. Это просто аплодисменты. Я хотел бы подарить вам нашу отечественную российскую косметику в честь 8 марта, в честь того, чтобы помочь вам поддерживать вашу красоту, но не только женской половине прекрасной, но еще и для мужчин, средства по уходу за собой. Спасибо. Спасибо большое, что приехали к нам в гости. Спасибо большое за вашу историю, за прекрасный пример. Ирина, я знаю, что у вас есть мечта, желание, как угодно назовите, издать книгу, верно? Да. А рукопись есть уже? Да, есть. А что за книга? Книга такая философия жизни, воспитания детей и укрепления семьи, семейных ценностей. И средства от проданной книги я хотела бы отдать в фонд женщинам, которые попали в трудные жизненные ситуации и не понимают, вот рожать им ребенка, не рожать. Потому что каждый ребенок – это Эйнштейн и Майя Плисецкая. Вот смотрите, я могу со своей стороны предложить вам очень хорошего редактора. Оплату услуг я беру на себя, этого редактора. Это вообще... которая, и она и корректор тоже. Она вычитает вашу книгу. Есть у меня многодетный отец, который сейчас верстает книги. То есть всю подготовку до типографии мы сможем с вами пройти. Да? Но все-таки я была права по поводу картинки. Да ладно. Пока ты в свою дудку дуешь, я тут
с веслом неплохо справляется. Программа называется не «Мужское и женское», а «Мужское и женское», поскольку это инь и янь, это неразделимо. И если бы не было здесь и мужского, и женского, вот этой вот прелести всей бы не было здесь, в этой студии. Поэтому что тут спорить-то? Просто поздравляем вас, что вам повезло родиться у этих родителей. Молодцы.